Я считаю, что кулич вообще незаменимая выпечка для завтрака. Пеку куличи очень часто. Тем более их печь очень удобно, так как тесто вы ставите на ночь, а выпекаете уже с утра. То есть у вас к завтраку всегда горячая выпечка. Мне очень нравится, как сочетается кулич с кисломолочным пудингом, с семенами чиа и с ягодами свежими. Это очень вкусно, отличный завтрак. То есть я вообще не рассматриваю кулич как только пасхальный какой-то пирог. Так как кулич у меня довольно постоянная выпечка, я не считаю нужным обогащать его излишней сладостью. То есть не делаю на него различные глазури, а просто посыпаю вот сахарной пудрой, этого достаточно, потому что в частности с ягодами он и так будет довольно сладкий. Кулич сделать элементарно просто. Для начала нужно смешать все сухие ингредиенты, поставить опару. Ну и потом, как опара подойдет, собственно, ее вылить в сухие ингредиенты и замешать тесто. Все, на этом, в общем-то, приготовления закончились. Для опары нужно в теплое молоко высыпать дрожжи и положить туда по столовой ложке муки и сахара. Затем поставить эту жидкую смесь в теплое место и дождаться, пока появится дрожжевая шапочка сверху на опаре. Так как у нас в рецепте есть еще жидкие ингредиенты помимо молока, то опару мы должны смешать сначала с ними. То есть как только шапочка появится, мы добавляем опару, вот размягченное масло. Туда же выливаем мед и желтки. Если для того, чтобы масло растаяло вот в этой заготовке опарной, не хватает тепла и молоко немного подостыло, то можно эту смесь поставить в теплую водичку. Я именно так и делаю всегда. И масло спокойно расходится в опаре. У вас получается однородная жидкая смесь, которую можно уже потом добавить в сухие ингредиенты. Вот уже, собственно, готовое замешанное тесто. После того, как вы добавили все остальные ингредиенты, и масло, и желтки, и все, что там есть в рецепте. Поставьте это тесто в теплое место. После первого поднятия поставьте тесто в холодильник. Вот я уже показываю вам в холодильнике с утра, какое оно будет. Оно слегка поднялось, довольно плотненькое. Его нужно обмять. Собственно, можете разделить на две части, можете выпекать целиком. Это уже готовое тесто, с которым можно работать, которое можно выпекать. Я просто смазываю руки растительным маслом, распределяю тесто в одну форму или в две формы, в квадратной форме выпекала и ставлю в печку. Там оно еще раз поднимается и выпекайте при 160 градусах где-то 40 минут. Я выпекала кулич в различных формах. Вот показываю, как это выглядит в квадратной форме. Вначале было показано, как он выглядит в круглой форме. Просто уже несколько видео скомпилировала в одно, чтобы видно было, как это выглядит. Структура у него очень пористая, очень нежная, прям тающая во рту. Прям всем советую. В зависимости от вашей печки и от того, каким куском вы будете выпекать тесто, то есть если вы разделяете на много маленьких куличиков, то выпекайте минут 30. Если одним большим, то выпекайте минут 40. Там смотрите сами.